Добрый день! Сегодня в этом видео я хочу рассказать, как связать маленькую сумочку для куклы с использованием пайеток. Такая сумочка у меня получается. Ее можно как на руку одеть, можно сделать покороче, так и через плечо накинуть, в зависимости от куклы, которой вы делаете сумочку. Для работы вам понадобится тонкая нить. У меня это ирис, хлопок гамма, крючок для вязания 1 миллиметр, пайетки, желательно такого же цвета, что и нитки, но это по желанию, как хотите. У меня пайетки 6-миллиметровые и крючок чуть потоньше, у меня 0,7, так чтобы он входил в отверстие посередине пайетки. И понадобится еще ножницы. Итак, для начала работы вязания с пайетками нам необходимо надеть пайетки на нитку. Я это делаю с помощью крючка. Смотрите, чтобы пайетки все оделись в одном направлении, если они у вас не плоские, а имеют какой-либо рисунок, узор. Таким образом и подальше вот так продевать. Количество пайеток зависит от размера сумки, которая вам нужна. Вот таким образом необходимое количество пайеток нужно надеть на нитку. Я пока делаю 50 штук пайеток на ниточку, потому что сумочка мне нужна небольшая. Я делаю для куклы Лол. Если вы делаете для какой-то большой куклы, то, соответственно, увеличьте количество пайеток на нитке. И начинаем вязать. Вязание начинается с дна сумки. И вам нужно связать такое количество воздушных петелек, какой ширины вам нужна сумка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Примерно такой ширины мне нужна сумка для этой куклы. Я делаю петлю подъема. И со второй петли от крючка я провязываю столбики без накида по всей цепочке. Два, 3,
4, 5, 6, 7 и 8. Здесь нужно захватить вот этот кончик и проложить между вязанием, чтобы потом его не прятать. Снова в эту же петельку уже прокладываю кончик 1 и по другой стороне цепочки, пряча хвостик, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Весь этот кончик можно обрезать, он уже закреплен. И в последнюю петлю восемь. Эту петлю подъема лучше провязать, так как мы сейчас будем вязать вверх, то эта петелька может образовать дырочку. Вот так получается дно сумки. И теперь нужно начать ввязывать пайетки. Я ввожу крючок за обе стеночки, первую петлю предыдущего ряда, захватываю нить и вывожу ее сюда. На крючке у меня сейчас 2 петли. Беру пайетку и протягиваю ее сюда в вязание. И провязываю столбик без накида. При этом нить не нужно натягивать сильно, иначе пайетка стянется, вязание тоже стянется. То есть здесь нить должна быть не сильно натянута. Одна пайетка у нас уже ввязана. Дальше точно такими же действиями мы ввязываем пайетки, но я буду ввязывать через один столбик. Если у вас, например, сумка крупная, там для большой куклы, или вы делаете для себя какой-то клатч или сумку с пайетками, то провязывайте в каждую петлю пайетку. Так как у меня сумочка будет маленькая, а пайетки довольно крупные для этой сумки, то я буду провязывать столбик, просто чередуя с пайеткой. Провязала столбик, и сейчас я провязываю пайетку. Двигаю ее сюда и провязываю столбик. Вот так получается. Если бы я в каждую петельку провязывала, они бы у меня очень сильно друг на друга наложились, и это будет некрасиво. Снова провязываю столбик и снова ввязываю пайетку. Вот таким образом получается
У меня здесь в ряду было 8, с этой стороны 8, и один столбик я провязала в петлю подъема. Итого у меня получается 17 столбиков, поэтому, так как это количество нечетное, у меня одна петля лишняя, но я ее просто вот здесь пропущу. Сбоку мне пайетка не нужна. Если у вас четное получилось количество, то все в порядке. Просто провязываете через одну петлю пайетку или в каждую петлю, как хотите, в зависимости от желаемого результата. По одной стороне я провязала, теперь я перехожу на другую сторону сумочки. Я свяжу один ряд, чтобы показать переход между рядами. И дальше аналогичным образом просто вяжете ряды, ввязывая пайетки. В каждом ряду ввязывать пайетку или провязывать просто ряд столбиками, а потом ряд с пайетками, это зависит от размера пайеток. Я буду делать следующим образом. Второй ряд я провяжу без пайеток, иначе они опять же у меня очень сильно друг на друга наложатся и будет переизбыток пайеток для маленькой сумочки. Так, столбик и пайетка. Столбик и пайетка. И таким образом я пришла в начало вязания этого ряда. Сейчас это больше похоже на какой-то цветочек, но сумочка потом вот так вот сложится пополам. Будет вот так вот. Следующий ряд, как я уже сказала, я провяжу просто столбики, чтобы не перенасыщать пайетками маленькую сумку. Я провязала ряд, и следующий ряд я начинаю снова ввязывать пайетки. Точно таким же образом, как и первый ряд.
второй ряд как бы накладывается на первый. И получается такой уже узор. И так вяжите просто по кругу аналогичным образом до такой высоты, какой вам нужна сумочка. Я довязала до того размера сумочки, какой мне нужен. Последний ряд должен быть именно ряд с пайетками, чтобы здесь не было видно целого ряда столбиков. Ну, такие чешуйки получились. Такая сумочка. Если где-то криво, то нужно просто поправить, расправить их, чтобы было более-менее одинаково, они лежали. Там внутри можно что-то складывать. И осталось сделать ручку для сумки. Для этого нужно последнюю петлю связать именно сбоку. И туда же я делаю соединительный столбик для закрепления. И я вяжу воздушные петельки такой длины ручку, которая вам нужна. Если нужна через плечо, то через плечо примерять кукле. Если на руку, то на руку. Я свяжу примерно вот такой длины, чтобы сумка одевалась наискосок на плечо, даже подлиннее. И просто присоединяюсь в эту часть, провязываю здесь столбик без накида. И соединительную петлю в качестве узелка. Вытягиваю нить и обрезаю. Этот кончик нужно просто спрятать внутрь, между рядами проложить его и примеряем на куклу. Вот. Моя сумка будет сидеть, ну, видимо, вот так. Эту ниточку я спрячу. Просто если сделать покороче, то уже не налезет через платье. Ну, это конкретно у этой куклы. Либо можно сделать на руку. Так. Такая сумочка. Не забывайте подписаться на канал, ждите новые видео. Пока!